эфире. Всем привет. Здравствуйте. Как у нас тут петлички, да, всё. Здравствуйте, дорогие друзья, доброго времени суток. Мы сегодня с Ольгой Сергеевной Румянцевой решили поговорить, такое видео записать о моей поездке в Надым. Я очень много говорю своим всем друзьям, в частности, Ольга Сергеевна рассказала о том, как комфортно и прекрасно было съездить в этот город. Как я уже говорил и писал, я попал буквально в снежную новогоднюю сказку. Прилетев туда, представляете, вот в Москве было холоднее, там было -2, и меня встречали две очаровательные девушки, работники культуры, это Юлия и Татьяна, которые, во-первых, им пришлось подождать, там самолет задержался, все это не важно. Главное то, что когда я вдохнул этот воздух чистейший, какой-то необыкновенный. Вот говорят, что там, ты слышал, да, говорят, что там якобы не хватает кислорода. Я, помнишь, тогда спрашивала, постоянно хотелось, жажду утолить, да, и вот сведомые люди объясняли, что как раз вот из-за нехватки воздуха. По крайней мере, мне так сказали, а уж там по факту. Например, в Москве я когда дышу, здесь кажется, что местами гораздо меньше воздуха, чем на Надыме. Вот. И я хочу сказать, дорогие друзья, что, конечно же, первое – это люди. Это вот человеческий фактор. Ты приезжаешь, попадаешь такое общение дружеское, я бы сказал, человеческое. Все готовы тебе во всем помочь. Я очень благодарю телерадиокомпанию или медиахолдинг Надыма за то, что они и приезжали на концерт, и перед концертом со мной поговорили, и я также был на радио, прямой эфир у нас был, там включили тоже песню. Все как-то так вот отлажено, слажено. Также хочу поблагодарить и Алину Александровну. Хочу поблагодарить и Людмилу Анатольевну за то, что все, кто работал со мной, все сделали все так, как должно быть. И хочу, не поблагодарил нигде, хочу поблагодарить Константина, звукорежиссера, потому что на концерте был обеспечен такой замечательный звук. Вы знаете, с таким удовольствием давно не пел, потому что слышал себя прекрасно, прекрасное оборудование и, самое главное, поддержка зала была. Хороша ложка к обеду. Новогодний концерт, я считаю, в Надыме состоялся на все 100%. После этого мне, конечно, многие задавали вопросы, как там холодно или нет, как там, в общем, какие-то были такие расспросы. И я всегда говорю, что, друзья мои, я болею севером, болею, в частности, Ямалом, потому что для меня это стало уже такой историей, которая хочется, чтобы повторялась. Ольга Сергеевна, твои... Да. Нет, ты лучше расскажи, мы сейчас как пост-видео, да, релиз, что изменилось после этого концерта, какие предложения ожидаются, или какие уже сделаны, или с кем мы ведем переговоры? Я не буду сейчас прям все раскрывать карты, с кем мы ведем переговоры, но продолжается, продолжают люди приглашать другие регионы. Вы должны только понять, дорогие мои, что я не могу, так сказать, летать просто так, понимаете, у меня семья, как вы все видите в социальных сетях, их надо кормить, а так получается, что некоторые предлагают такие условия, что я должен прилететь, улететь, спеть, и у меня остаться должно в кармане 3000 рублей, грубо говоря. Естественно, я не полечу, потому что это все-таки тяжело. Широту твоей души просто мы транслируем, да, во всех твоих соцсетях. Ты очень часто
и благотворительно. Да, я всю жизнь благотворительные концерты Ну, давал это и да, даю. да, То есть да. там, где касается для детей-инвалидов или, допустим, там для каких-то категорий малообеспеченных там, или многодетных семей там, и так далее. Все это понятно. Я, как и все, везде готов принимать участие. Да? Но то, что касается просто концертов, то здесь начинается уже другая история. Вот. И здесь надо понимать, что затраты и перелеты, и время, и я же работаю еще на радио, мне надо записывать передачи и так далее. Поэтому, ну вот так, как бы я всем говорю, что я согласен, только надо обсуждать это все. И всех хочу поблагодарить вас, вот кто пишет комментарии, пользуясь случаем. Ты, наверное, видела, да, Ольга Сергеевна, сколько пишут добрых слов люди? Ой, очень много, и особенно в личных сообщениях. Кто менее скромный или хочет до тебя более сакрально и точечно донести свою точку зрения, там, может быть, кто-то думает, что не читают, Виктор, ну, как бы читает в рамках своих возможностей, помогаем прочесть, там, когда просто очень большая занятость, да, и ресурсная, не всегда И я успевают. вот Да. прошу прощения у тех, кого еще лично, может быть, не поздравил, потому что мне на телефон пришло и на один, и на второй очень много всяких там сообщений. Я по мере возможности до сих пор отвечаю на новогодние поздравления, начинаю уже поздравлять с наступающим Рождеством. Вот. Это и незрячие люди, и из разных стран. Вот, то есть как-то так вот, ну, сложилось, что поддерживаю отношения с огромным количеством людей, и я рад этому, потому что, ну, как сказать, приятно, что люди помнят, приятно, что люди относятся с пониманием, вот, и... Ну, вот, можно я да. просто я увидела, Алим к нам подключился. Да. Кто? Алим, привет. Ага. Это фотограф замечательный, который поддерживал А, нас, да. у Сережи Богдановского, когда мы делали круглый стол всероссийский. Ага, привет Ноябрьску. Да. Также, потому что в Ноябрьске я тоже собираюсь. И вы знаете, вот такая была история. В сентябре я собирался, в ноябре я собирался, но так сложилось, что не смог поехать. Были личные занятости, нужно было съездить на родину, в Ростовскую область, и из-за этого я не смог просто успеть съездить. Вот хотелось в Ноябрьск, уже договорился о том, что поеду. Вот, но я обязательно приеду в Ноябрьск, я обязательно... Меня, кстати, в Надыме пригласили на День оленевода, вот, поэтому я обязательно приеду в Ноябрьск, в Надым и обязательно в Новый Уренгой. Ну и, само собой, в Салехард. То есть я хочу везде и сразу, но сразу везде не получается. Ты хотел, у нас немножко сожмемся, да, по времени, Да. рассказать про творческие планы. Ну, творческие планы, дорогие друзья, вот новые песни буду записывать в этом году. И Аня тоже запишет одну, тоже новую песню в ближайшее время. Очень хорошая песня. Вообще хочу сказать, что очень нравится, как поет моя жена. Наверное, это нормально для любого человека, что ему нравится, как поет его жена. Но вот кто слышал там, я включал людям, говорят, да, хорошая песня. Вот особенно «Сильная девочка» я рекомендую. Хотя мне нравится все, что она записала. Поэтому я запишу несколько новых песен. Вот, и хочу поблагодарить всех тех, кто ждет этих песен, потому что меня пишут, когда будут новые песни. Вы должны понять, что песни это же тоже деньги. Вот, и поэтому сейчас вот в ближайшее время будет премьера песни. Мы с Димой уже работаем над ней, с Шевелевым, нашим аранжировщиком. Вот, Анечка написала эту песню. Это будет об одном из городов Ямала, первая такая песня. Потому что меня не могло это не зацепить, эта тема. И когда там бываешь, вот, особенно в этом городе, да, это как везде вот какая-то особая атмосфера, особое тепло людей. И несмотря на суровую погоду, очень идет обратная связь. Вы знаете, все, с кем я фактически общался, все мне пишут поздравления с Ямала, вот в WhatsApp, в Телеграме. Я хочу вас всех поблагодарить, кому не ответил, простите.
Вот, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И я вот буквально думаю, что, наверное, может быть, в конце января, может быть, в начале февраля, может быть, в конце февраля, как получится, но мы собираемся. Мы собираемся на Ямал. Вот, и поэтому я, когда уезжал, я говорю, я еще вернусь обязательно, улетал точнее. Вот, много было таких интересных моментов, но также я хочу поблагодарить Любовь, фамилию вот забыл, Любы, которая представляет Ассоциацию малочисленных коренных народов, за встречу. Вот, я очень рад, что вы тоже пришли, поддержали. Я с вами буду продолжать обязательно наши взаимоотношения. Вот, и сделаю тоже несколько передач. Я также там познакомился с незрячим певцом в Надыме, про которого тоже сделаю обязательно программу. Так что вот мне хотелось это видео записать, рассказать. Может быть, затянуто, как всегда, но мы на бегу, как бы все время спешим куда-то. И я хочу вас поздравить в преддверии, еще поздравлю, но уже все мы сейчас готовимся встречать Рождество Христово. Это кто вот верующие, христиане. Уже завтра будет рождественский сочельник. Поэтому для нас, для всех это большой праздник. Будем готовиться к празднику. Вот, будем друг друга опять поздравлять. И я всем желаю, самое главное, вот, чтобы в этом году наступил долгожданный мир все-таки, потому что все мы вот с кем не разговариваем, все вдруг пожелания только о мире. На первом месте о мире, даже на втором уже о здоровье, даже не понимаешь, что важнее. Вот, потому что то, что происходит, хочется, чтобы оно перестало происходить, а все как бы стало на круги своя. Поэтому, дорогие друзья, я благодарю, во-первых, Ольга Сергеевна, тебя за то, что ты постоянно рядом и постоянно обеспечиваешь вот все мои поездки. Вы думаете, что я сам прилетел или полетел? Нет, все это работа Ольги Сергеевны. Я бы сам, наверное, не смог. Также хочу поблагодарить Анечку, свою жену, за то, что вот у меня такие песни в багаже, и мой багаж пополняется. Хочу также, пока вот чуть-чуть забежать вперед, не скажу кто, но недавно один очень известный композитор подарил мне несколько песен. Вот, щедро. Я обязательно эти песни спою, запишу. Для меня вообще это как раз было актуально. И вот он мне сделал такой рождественско-новогодний подарок. Пока не буду говорить, кто, не хочу опережать события, но будут новые песни, поэтому готовьтесь, будем делиться песнями. И вы, самое главное, я смотрю, что вот в социальных сетях песня «Улетный Новый год» и другие песни цитируются. Я вам благодарен за все это. И благодарен, Ольга Сергеевна, еще раз тебе, потому что еще раз хочу сказать, что ты делаешь больше, чем ты можешь, мне кажется, иногда. Потому что столько, сколько ты сделал для меня за последнее время, конечно, в Москве никто не сделал. Вы все видите, что я стал, благодаря Ольге Сергеевне, более мы активный образ жизни такой ведем, посещаем общественные мероприятия много. И будем продолжать посещать, и будем обязательно межнациональные отношения поддерживать, потому что очень важно сегодня. Ты скажи, пожалуйста, еще что-нибудь на тему того, что я говорю. На тему того, что ты говоришь? Да. Вот ты же задаешь, когда интервью у людей берешь, ну я хочу, нет, я тебя благодарю, а ты скажи, что да, действительно я, да, действительно я так трудишься, да, потому что, ну а как же трудится, человек очень скромный, но без нее бы нам никуда. Даже когда я улетал, она приезжала, там Анечке помогала посидеть с детками и так далее, поэтому большое тебе спасибо и всем вам спасибо за то, что вы следите за моей деятельностью. Всем говорю
до свидания. Этот год постараемся, чтобы был еще более интересным, более насыщенным, более продуктивным. Будем стараться, да? Ну да, будем стараться. Мы как раз с тобой сегодня хотели дорожную карту прописать, обговорить планы более фундаментальные по захвату, скажем так, человеческих сердец и территорий, дальнейшие стратегии и те наработки, которые есть, они уже есть. И работы еще очень-очень-очень много. И когда ты выходил в прямой эфир с Анютой, да, говорили о расширении штата. Это, с одной стороны, когда уже кулуарно там 3 человек постоянно генерят какие-то идеи, что-то внутри делают, это очень хорошо, когда есть слаженность, но очень часто действительно рук не хватает. Не хватает, да. Мы могли бы сделать еще намного больше, как там, я не знаю, сленгово сказать, круче, выше, быстрее многие вещи. Но человеческий фактор никто не отменял. Вот, поэтому мы стараемся. Вы следите, пожалуйста. Да, кстати, нами, да. Сайт какой у нас? Вот все смотрят в статусе, смотрю, мало смотрят. Сайт, мы же выложили в закрепе, да, я еще мало себя на страницу человек. Выложу. Почему? Люди интересуются вроде. Единственное, что мы просили дать обратную связь по сайту, да, там понятно, что еще есть некоторые недоработки, возможно, там еще появятся даже новые разделы. Но хотелось бы ваше мнение, дорогие друзья. У нас там, по-моему, что-то подвисает. Хотелось бы узнать все равно, друзья, ваше мнение, что там еще нужно добавить, возможно, что-то подкорректировать. Пишите, пожалуйста, комментарии. И побольше. Мы все читаем и все учитываем. Ну, всем всего доброго и с наступающим Рождеством еще раз. Всем пока.